Все сильнее слышны оры о угрозе для русской нации. А подойди да спроси у человека, который только что уверенно назвал свою национальность, определение нации, ответом тебе будет, скорее всего, молчание. И мы просим не строго научно, никакого выверенного словарного определения, можно своими словами, как угодно, только объяснить, что это такое. Такое-то объяснить не получается. Сразу возникают трудности, а если получается, то определение будет полно противоречий, несостыковок, исключений, которые будут обнаруживаться еще в момент, когда человек это будет говорить. Что ж, сегодня мы, коллектив канала Перемен, расскажем, когда, как и из-за чего появилась нация. Дорогие друзья, перед просмотром нашего нового видеоролика настоятельно просим подписаться на наш канал в Telegram. Там мы анализируем актуальные новости с классовых позиций, выпускаем эксклюзивный материал по трепещущим событиям, рекомендуем книги к прочтению в рубрике «Что почитать», разоблачаем мифы в рубрике «Разбор фальсификаций», анонсируем онлайн-кружки и, конечно же, рассказываем о опыте солидарности рабочих разных стран в борьбе за коммунизм. QR-код на экране, ссылка, как всегда, в описании. Приятного просмотра. Точка зрения, согласно которой нации являются чем-то древним, называется примордиализм. Примордиализм, это, переводя с латинского, изначальный и первоначальный, как вариант, еще используют слово эссенциализм, что в сущности означает то же самое. Они полагают, что нации сформировались тысячи, если не десятки тысяч лет назад, и они являются чем-то устойчивым и неизменным. Такие пламенные романтичные националисты любят говорить о мистических вещах, на деле симулякрах, вроде души народа, которая живет в каждом, кто этот народ представляет, и, конечно, о крови и почве, которые существуют неразрывно. В крайних формах говорят даже о биологической обусловленности, то есть у людей буквально в генетическом коде, прям как в программном, прописано, какой нации они принадлежат, и это будет определять то, как они будут себя вести, какие будут разделять ценности, к чему будут стремиться, как они будут одеваться, кого они будут считать чужими и, конечно, своими. Типа все немцы педанты, все русские долго запрягают, но быстро едут, и итальянцы поголовно едят пасту болоньезе и пиццу. Это равнозначно по уровню абсурдности с тем, что все стрельцы ревнивцы, а все раки великолепные стратеги. Разница только в том, что нации, в отличие от знаков зодиака, объективно влияют на жизнь почти всех людей на планете. Разговоры политиков и обывателей про то, что мы вот такие вот одни на свете, были такими испокон веков, всегда такими будем, как раз о примордиализме. Этой точки зрения в современной науке не придерживается, если что, никто, потому что она полностью противоречит всему, что мы знаем теперь. Основательно изучив историю до 19 века, мы не обнаружим никаких наций. Это слово совсем. Есть деревни, города, империи, разные культуры и языки даже, но не нации. На протяжении фактически всей истории не было никаких англичан, русских, японцев, немцев и так далее. Люди так себя не идентифицировали. В таком случае, что же было и кем тогда люди себя считали? До самого конца 18 века было три главных идентичности. По религии, сословию, месту проживания, то есть подданству. На вопрос «Кто ты?» человек с большей вероятностью ответил бы «Я христианин». Потом, если бы потребовалось уточнение, он мог бы добавить, к примеру, православный или католик. После еще большего уточнения он мог бы сказать «Ивановские» или «Ярославские мы». Также он мог бы сказать, что он крестьянин, и в конце концов он мог бы сказать, что он подданный такого-то господина или работает на его земле. Это первое. Дальше нужно сказать о языке. Язык теснейшим образом связан с идентичностью. Это, конечно, бесспорно, однако язык может как объединять, так и разъединять, и до самого недавнего времени происходило скорее последнее. По умолчанию кажется, что на таком языке в этом-то регионе всегда и все говорили. В Англии все всегда говорили на английском. Это, конечно, не так. Знаете, простолюдины из одной области, как правило, говорили на разных языках и вообще представляли два мира, которые друг с другом никак не пересекались. Например, языком английской знати был французский. Самый яркий пример — это то, как это отразилось на еде. Животных, которых выращивали крестьяне, называют англосаксонски до сих пор. А мясо, которое ела знать, до сих пор называют по-французски. Тоже можно сказать про Россию. Приведем в пример первую страницу легендарного романа «Война и мир». Ну или вспомните, с каким акцентом говорил Александр III. К этому добавляются региональные различия. Пример здесь Франция и Германия, где люди, принадлежащие к разным провинциям, городам или даже деревням, могли не понимать друг друга и не понимали. А в случае Китая до сих пор испытывают проблемы с пониманием, тоже кантонский мандаринский. Хотя сейчас мы привыкли видеть нацию как нечто целостное и единое, как у нас в России.
В ситуации, когда есть разные сословия, которые довольно жестко отделены друг от друга, когда достаток и негласные социальные нормы, правила предписывают человеку одеваться в соответствии с его общественным статусом, когда знать, чернь и просто люди из разных регионов, которые формально находятся под одной властью, банально не понимают друг друга, когда каждый живет на новостях только из своей деревни, может, из церкви, и кроме нее ничего не видел и не увидит, когда коммуникации развиты очень слабо, ни о каком единстве речи идти не может. Нации не получается. Тогда человек не мог сказать «я итальянец», потому что у него нет для этого оснований. В таких условиях людей из разных регионов Италии ничего не связывает. И такие условия были на протяжении 99% в течение нашей истории. Другая точка зрения на возникновение наций называется конструктивизмом. То есть нация — это продукт или конструкт такого этапа развития феодализма, когда тот перетекает в капитализм путем или революции, или так называемой политической эволюции. И ведь так и есть. Нация — это совсем недавнее изобретение, и слово изобретение здесь ключевое. Выяснять, кто же первым осознал себя в качестве нации, кто свою нацию первым изобрел и построил, довольно бессмысленно. Потому что мы говорим о процессах, которые могут растягиваться, и которые, конечно, растягивались на десятки или сотни лет. Здесь единой точки зрения нет. И, наверное, никогда не будет. И все же, чтобы иметь некую отправную точку, можно сказать, что первыми на свет появились американцы или французы. В 1776 году подписывается Декларация независимости США, а в 1791 Конституция Франции. А после на всем протяжении 19-20 веков в том же направлении пойдут все остальные, во многом повторяя их путь. Именно с этих дат, конца 18 века, происходят кардинальные изменения во всех отношениях, которые мы обозначили выше, и достигается это в том числе благодаря капиталистическим, то бишь буржуазным революциям. Во-первых, в прошлое уходят сословия. На место дворянства и духовенства, крестьянства приходят граждане. Теперь все являются не подданными князя или короля, а гражданами, которые в этом новом статусе гражданина равны. Во-вторых, окончательно укрепляется государство, появляются чиновники, которые по замыслу не за народ, не за попов, а только за саму государственную машину, то бишь за себя. Но на деле, разумеется, они выполняют роль орудия в руках правящего класса и только представляются якобы выборными людьми или назначенцами от тех, кого выбрали. Теперь от населения все больше требуется покорность именно государству и его курсу, а не отдельным личностям или богу. Параллельно с этим расширяется понятие родины. Теперь родина — это не то очень конкретное место, где ты родился, а вся территория, которая контролируется вот этим вот государством. И на этой территории причем живут только твои сограждане, неважно, захватили тебя день назад или ты был в эфемерном всегда этого государственного образования. Третье — общность экономической жизни тех, кто ведет единую хозяйственно-торговую деятельность на территории. Согласитесь, легко принять за своего того, с кем вы вместе работаете на земле, делите хлеб, обмениваетесь или торгуете, может, семьи заводите, и кто при всем этом ответственно подходит к вопросу обмена или торговли. Четвертое — это развитие коммуникаций. Между регионами образуется все больше связей, печатается все больше газет, литературы на местных языках, сообщения доходят все быстрее. Это приводит к сплочению различных групп в одну, скажем, даже больше. Это стандартизирует население до того территориально, экономически и культурно неоднородное, вплетает его в общую сеть цивилизации. Как писал Маркс, потребность в постоянно увеличивающемся сбытии продуктов гонит буржуазию по всему земному шару. Всюду она должна внедриться, всюду обосноваться, всюду установить связи. Буржуазия быстрым усовершенствованием всех орудий производства и бесконечным облегчением средств общения вовлекает в цивилизацию все, даже самые варварские нации. Дешевые цены ее товаров, вот та тяжелая артиллерия, с помощью которой она разрушает все китайские стены и принуждает к капитуляцию самую упорную ненависть варваров к иностранцам. Под страхом гибели она заставляет все нации принять буржуазный способ производства, заставляет их вводить у себя так называемую цивилизацию, то есть становиться буржуа. Словом, она создает себе мир по своему образу и подобию. Пятое. Уменьшается роль религии. Ранее мы говорили уже о том, как возникла религия и чему она служит. В государстве буржуазной демократии религия остается, конечно, инструментом в руках правящего класса, но не обязательно ее использование на полную. Уже без религии или вмешательства попов может существовать массовое образование, передача новостей, и, что сыграло особую роль вот в русской истории, без церкви стало возможным народное единство. Стали поэтому появляться люди с научным мировоззрением, и с ними для стабильности системы лучше не ссориться, а уводить в сторону от политики и пользоваться плодами их деятельности. Когда же дела у капиталистов будут плохи,
мы увидим, впрочем, уже увидели на примере исламских стран или России в определенный период, рост интереса со стороны государства к религии и к ее распространению всеми возможными способами. Но несмотря на это, религиозная идентичность ослабевает и уступает место идентичности национальной. Шестое – это деятельность интеллектуалов и политика. Пособирать фольклор, найти, как в разных селах или городах говорили ранее, какие битвы были на территории страны, какие герои были. Вся эта научная деятельность может, а значит будет, использована для пропаганды национального духа. Все сочиняется и объединяется на ходу. Были бы только воображение и воля. Например, всем знакомая «Калинка» вышла из-под пера Ивана Ларионова. А ария «Улетай на крыльях ветра» заимствована из оперы Александра Бородина «Князь Игорь». А ведь есть еще очень важная сторона. Это всеобщая система образования. Почему это важно в свете национальной идентичности? Потому что вместе с единой системой образования, которая является обязательной для всех, вводятся два стандарта – языковой и исторический. Когда мы учимся в школе, то независимо от нашего населенного пункта мы учим один и тот же вариант языка, который государство посчитало образцовым. Нас учат одной грамматике и одному стилю, откуда бы мы ни были. Это не означает, что мы автоматически забываем свои местные акценты и диалекты. Это означает, что, несмотря на их наличие, есть один литературный, официальный, стандартизированный язык, на котором будут говорить и который будут понимать все люди, родившиеся в границах этого государства и прошедшие его школу. Обитатели самых глухих деревень, приехав в крупный город или в столицу, смогут там общаться с местными так же легко, как у себя на малой родине. Согласитесь, это неплохо объединяет. Второй стандарт – это исторический. Опять же, независимо от того, откуда мы, нас будут учить одному варианту истории. С одними и теми же героями, врагами, понятными датами, важными событиями, определенно расставленными акцентами, опущенными деталями и так далее. Таким образом формируется позиция «мы», «они» или «наши, не наши». Мы — это все, кто разделяет указанный вариант истории, где мы самые главные, где наши герои самые крутые, враги самые злые и коварные. Вспомните школу, где на уроках истории союзники по Второй мировой почти не внесли вклада в общую победу, где злые американцы попытались украсть Берлин у СССР, как будто целью всего ответа на агрессию фашистов было занять Берлин, а не побыстрее закончить кровопролитие и сохранить завоевание октября. Людей, разделяющих один и тот же вариант истории и говорящих на одном языке, очень легко сплотить. И в конечном счете ими легко управлять. Стоит только сказать, что «Wir sind Deutsche, Volk, gut mit uns» не для той аудитории. Мы русские, с нами Бог. У нас Александр Суворов. Тевтонцев победили, Антарктиду открыли, науку развили, в космос полетели. И даже не важно, это же СССР. Тогда посмотрите на иконы. Читайте Солженицына. Или, если из более древних, так Достоевского, особенно учитывая его охранительство. Также можно сказать, что мы, американцы, самая свободная нация в мире, родились как либеральное государство, у нас демократия на крови, посмотрите на отцов-основателей, наконец послушайте наш рэп и так далее. У каждой нации найдется что вспомнить. Человек, который прошел через местную систему образования, на подобных штампах может заплакать от переизбытка национального чувства. Он ведь это слушал на протяжении как минимум 8 лет, причем в очень малом возрасте, когда еще ничего не знаешь и легко впечатляешься. К тому же рядом были родители, которые говорили то же самое, пройдя ту же самую школу. То есть, разумеется, нельзя сказать, что сначала появилось одно, за ним второе и так далее. Все работает параллельно и с разной интенсивностью, что очень важно. Где-то все быстрее становятся гражданами, у кого-то раньше получается внедрить всеобщее образование, у кого-то тормозит творческая интеллигенция и так далее. Это то, как формируется нация, а за ней народ. Теперь, чем она является? Национальный вопрос имеет весьма долгую историю пребывания в теоретическом арсенале марксизма. Уже в трудах Маркса и Энгельса можно найти небезынтересные и проницательные замечания по национальному вопросу. Позднее Ленин опирался в том числе и на эти труды при разработке своей классической национальной теории. Маркс, к примеру, весьма подробно исследовал вопрос о Польше и Ирландии, которые на протяжении всего XIX века привлекали к себе внимание европейского рабочего движения. Различие между революционной диалектикой и абстрактным мышлением отчетливо проявилось в полемике по национальному вопросу между Марксом и Прудоном во времена Первого интернационала. Прудон, французский социалист и предшественник анархизма, отрицал существенность национального вопроса. На протяжении всей истории движения всегда находились сектанты, выступающие с абстрактной концепцией классовой борьбы.
Они не исходят из конкретной реальности общества в том виде, в каком оно существует, но отталкиваются от безжизненных абстракций своего собственного воображаемого мира. Прудонисты на Генеральном совете Первого интернационала высказывались о борьбе поляков, итальянцев и ирландцев за национальное освобождение как о не имеющей никакого значения. Согласно им, все, что было необходимо, так это революция во Франции, и все придет в идеальное состояние. Всем предписывалось ждать, но угнетенные народы не могут и не будут ждать. В 1866 году Маркс писал Энгельсу, осуждая прудонистскую клику в Париже, которая объявляет войну устаревшей национальности, бессмыслицей, нападает на Бисмарка и Гарибальди и так далее. Как полемика с шовинизмом, эта тактика полезна и объяснима. Но когда верующие в Прудона, к ним принадлежат также мои здешние добрые друзья Лафарк и Лонгия, думают, что вся Европа может и должна сидеть тихо и смирно на своей задней, пока господа во Франции отменят нищету и невежество, то они смешны. Рассуждая по-марксистски, выходит, нация — это социально сконструированная устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, религии, территории, экономической жизни и вытекающего из этой жизни психического склада, проявляющегося в общности культуры. Все с тем или иным успехом может иметь известные отклонения. Но в целом мы можем сказать, что это самое близкое к научности определение нации, которое можно было себе представить. Да, это измененное сталинское определение, взятое из работы «Марксизм и национальный вопрос», написанный в конце 1912 года под огромным влиянием Ленина и, возможно, с его существенными правками. Мы добавили туда религию как очень важный фактор формирования наций, ведь так или иначе почти все они сложились в том числе и благодаря институциональной религии, которая популяризировала язык и была очень важным органом государственной власти при феодализме. Также во избежание примордиалистских тенденций, ошибочно заложенных в фундамент созданной в СССР этнологической школы, мы указали на детерминированный характер формирования нации. Это общность не исторически обусловленная и застывшая, но обусловленная развитием производительных отношений. Как мы раньше говорили, нация появляется в период буржуазных революций, представляет собой выдумку для сдерживания и сплачивания масс, их солидаризации. Так получается, что человек, принадлежащий к нации, переживает эту приверженность как нечто реальное, важное и волнительное, чувствует, что он не одинок. Он, можно сказать, член огромной эфемерной семьи. И потому капиталисты для удержания и укрепления своей власти используют эту выдумку через насаждение национализма. А это десятки миллионов трупов, газовые камеры, этнические чистки и так далее. Национализм — это и потенциальные и актуальные претензии на те или иные территории под предлогом того, что они исторически были нашими или что на этих землях прямо сейчас живут представители нашей нации. Или что-нибудь еще. Повод всегда выдумывается на раз-два. Такие ребятки, как Мельчаков, говорят о гражданском национализме, мол, он безвредный. А потом бегут резать головы, цитата, свиньям. Поэтому мы говорим, любая форма национализма есть не что иное, как составная часть идеологии фашизма. Итак, мы поняли, почему нация — это общность подложная, не предполагающая перспективы качественного развития человека. Что же коммунисты предлагают взамен? Да, нации являются данностью. Однако, как и все, что нас окружает, существование нации продиктовано существованием более глубоких и объективных противоречий в обществе. Мы смотрим глубже. Мы видим сведенность национального вопроса к классовой дихотомии. Есть два класса — пролетариат и буржуазия. Нет никакой разницы. Белорусский, литовский или русский — это рабочий. Или вовсе китаец или анголец. Все мы хотим одного — творческого труда, еды, жилья, развития, мирного неба над головой. Нам не нужны яхты, не нужны золотые унитазы, нам нужна доступная медицина, образование, хорошие условия труда и жизни. Лев Троцкий так описывал требования рабочих, которые он неоднократно слышал во всех уголках бывшей Российской империи, Канады, США, Великобритании, Скандинавии, Турции, Мексики и прочих странах, где он побывал за свою жизнь и где он общался с представителями рабочего класса. Границы всех государств — только оковы производительных сил. Задача пролетариата — не охранение статус-кво, то есть не увековечивание границ, а наоборот, их революционное упразднение с целью создания социалистических Соединенных Штатов Европы и всего мира. Ленин объяснял, что в современную эпоху буржуазия не способна решить национальный вопрос, как не способна решить и многие другие вопросы. Ленинскую позицию Троцкий резюмировал следующим образом.
Право на самоопределение есть, конечно, демократический, а не социалистический принцип. Однако принципы подлинной демократии поддерживаются и осуществляются в нашу эпоху только революционным пролетариатом. Именно поэтому они переплетаются с социалистическими задачами. В современных условиях необходимо на каждом этапе тесно увязывать борьбу за демократические требования с перспективой социалистического преобразования общества, с экспроприацией собственности банкиров и капиталистов. И предварительным условием этого является безусловное единство рабочего класса и его организаций. Наш боевой лозунг не нации против наций, а класс против класса. Более того, наша цель не ограничивается только одной нацией. Речь идет о всемирном социализме. Такова была позиция всех великих марксистов прошлого. В 1916 году, в период Черносотенской реакции, когда Европа находилась в агонии катастрофической Первой мировой войны, Ленин писал: Целью социализма является не только уничтожение раздробленности человечества на мелкие государства и всякой обособленности наций, не только сближение наций, но и слияние их. Несмотря на все видимые свидетельства, апологеты капитализма не хотят признавать того, что становится все более очевидным для всех мыслящих людей, что национальное государство само играет ту же реакционную роль, которую играл старый феодальный партикуляризм, местные границы и платные дороги прошлого. Дальнейшее развитие человеческой культуры и цивилизации возможно только через полное разрушение этих архаичных препятствий и замену их планомерным и гармоничным развитием производительных сил в мировом масштабе. Не устаревший национализм, а социалистический интернационализм. Единственная надежда для человечества на настоящие перемены, и только вместе их можно подготовить.